Привет, друзья, это Кризалис и внеочередное видео. Все потому, что я тут наткнулся на интересные мысли касаемо ленд-лиза, которыми хочу с вами поделиться. Мне в тонкостях всей этой истории помог разобраться Бабченко, а я попытаюсь помочь разобраться вам. Юридически программа ленд-лиза включает в себя поставку всего. Вот вообще всего. Под вообще всем имеется в виду вообще все. Вот это поворот! Нужны примеры? Окей. Это могут быть Абрамсы, Брэдли, Кугуары, Патриоты, Томагавки, Рапторы, F-16, F-35, роботизированные платформы, дроны, разведчики камикадзе, САУ, управляемые снаряды, умные авиабомбы. То есть вообще, просто вообще все. Это с точки зрения того, что подразумевает под собой понятие ленд-лиза. То есть, в общем, могут дать все, что угодно. Но есть нюансы, о которых поговорим чуточку позже. Ну а что же поставит США в реальности? Я не знаю, но исходя из заявленной на Рамштайне новой концепции военного и стратегического обрушения России, я думаю, что поставят все. Понимаете вы это или нет, но факт остается фактом. Мы вошли в новую эпоху. Миропорядок, существовавший с 1945 по 2014 год, теперь прекращены официально. Саммит на Рамштайне – это новая Ялтинская конференция, которая определила теперь уже новый миропорядок и новый список стран, которые будут руководить этим миропорядком. И знаете что? России там нет. Остановитесь! Ну, точнее, она есть, конечно, но в роли такого себе православного северного Ирана, который точно так же будет сидеть за рвом с крокодилами, орать про каких-то израильских террористов, которые не дают ему обогатить уран, чтобы сделать миролюбивую ядерную бомбу. Но за поребрик вылазить уже не будет. А на месте России будет продвигаться Украина. Вы же понимаете, что США будут делать из Украины новую Южную Корею. Для Америки это крайне важно после неудачи в Афганистане создать новый положительный кейс. Я убежден, что в Украину сейчас пойдет огромный поток вооружений, технологий, денег, кредитов, всяких режимов максимального благоприятствования, снятия пошлин, квот и ограничений, что Сеул еще 100 раз себе локти покусает. Дело, конечно, не в Украине, а в том, что будут решены сразу несколько задач. Это и вытеснение с рынка газа и нефти, и вытеснение с политической арены, и постановка на место Китая, и вообще все, чего мир хотел бы давно сделать, но все как-то повода не было. А тут такой повод. Спасибо бункерному Кощею. Что получается у США, когда они приходят в Корею, мы уже видели. Что получается у СССР, когда они приходят в Корею, тоже видели. Ну что ж, в добрый путь. Кстати, вы же понимаете, что Пентагон сейчас спит и видит, чтобы Россия бахнула куда-нибудь по конвою любой натовской страны. Тогда российские войска с территории Украины уже будут вынесены просто грязной ссаной метлой. И, думаю, уже просто объединенными силами НАТО непосредственно. Такого противостояния не было никогда со времен Второй мировой войны. Даже во времена Холодной войны. Даже против СССР Россия впервые с 1945 года столкнется с противником такого уровня. Вооруженная новейшими американскими вооружениями 40-миллионная страна, поддерживаемая всем миром, за которой стоят ведущие державы со всей своей военной, политической, экономической мощью, разгромит Рашку. И ты с этим ничего не сделаешь. Продолжаете ли вы уже уловили ход мысли? Поняли, к чему все идет? Рашка, гудбай. Ну и насчет ленд-лиза в двух словах, что это такое. Короче, Америка дает нам все, что нужно для победы, но не берет за это деньги. Когда мы уже победим, то тогда нужно будет вернуть то оружие, что уцелело, а сломанное отремонтировать и тоже вернуть. Ну а за уничтоженное придется выплатить деньги, но скорее всего в кредит. Но это вроде как не обязательно. Схема простым языком такая. Есть возможность рассчитаться за ленд-лиз? Хорошо. Нет возможности? Ну ладно, ничего страшного. Как-то так. На этом пока все. Спасибо за просмотр и до скорой встречи. Не забывайте про лайки и подписи на канал, потому что последнее видео меня что-то не очень порадовало по вашим реакциям. Пока. О чем нам мечтать? О чем долларах? Нет, мечтайте о лаптях, о щах, о балалайке, о медведях мечтайте, о болотах мечтайте, о березках. Стань возле березки, плачь, обними и плачь. Тоскуй по России. Что вы еще можете? Вы долбоебы, у вас своего нихуя
нет. О чем вам мечтать, блядь? Так Что у слышь, вас ты есть? шлюха ебаная. Ваше государство давным-давно продалось. Тебя Ну, что ты делает наше ёбаный. государство, блядь? Это не Слышь, ваше то, что государство. у тебя Ты в сидишь в голове своем давным-давно Мухосранске, уже не блядь. соответствует вообще вашему государственному стереотипу. Ебнулся или Вами что? давным-давно Ау, Запад ау. управляет. Ты Окстись, пидорас. акстись, ёб, ты ж сидишь в своем Мухосранске, блядь. Сиди у себя в Мухосранске и следи за своим А ты государством. так где сидишь? Ты пидор ебаный. А, Твою страну день, два, три выебут уже всю. да. Да, так и будет, браток. Так 3 дня и Киев взят тупо. Ну я тебе говорю, так и будет.